Вторая волна из Китая уже идет. Большинство людей дожирают последние, там, я не знаю, запасы. Они уже трупы. Бизнес очень сильно меняется. Привычка бояться. Ты понимаешь, что это тупик? Чем ты займешься? Изменится ли образ жизни и поведение людей после самоизоляции? И какие тренды в бизнесе вы сейчас видите? Большинство людей хочет вернуться к старой жизни, ее не будет точно. Бизнес очень сильно меняется у тех, кто был близок к выводу на дистанционные офисы, на виртуальные офисы и так далее. Таких бизнесов там на 5%. 95% — это такие достаточно классические бизнесы, где они закрылись. И они сейчас некоторые, там у них 80% типа падения выручки, и они говорят, мы ждем, когда восстановится. Я говорю, не восстановится. Потребитель ушел в дистант. Да? Люди меняют привычку. Вот. И это приведет к тому, что огромное количество людей, которые дожирают последние там, я не знаю, запасы, резервы и так далее, берут беспроцентные кредиты на выплату зарплату, они уже трупы, они просто об этом не знают. Это была плохая новость. Да? Другая хорошая новость, смотри, бизнес-то не остановится, просто бизнес перекочевывает сейчас в другие формы. Но дело в том, что тот, кто владел предыдущими формами, он не может переложиться в новые формы. Почему? Привычка у него тоже была сформирована. Поэтому открывается огромная ниша для новых предпринимателей, которые раньше не были в бизнесе, которые сейчас приходят. Потому что люди, кушать не перестанут, да? Вещи потреблять не перестанут, коммуницировать не перестанут, ничего не перестанут, просто денежные потоки поменяют направление. Какие привычки основные сформированы, и они останутся? Покупки онлайн. Никто больше не будет особо так ходить по магазинам. Да? Все знают, что все привезут, и люди сформировали эту привычку. Раз. Второе. Работать вне офиса. А офис может стать дополнительным. Вот. Дальше. Коммуникация онлайн. Сегодня Zoom, наверное, это уже, каждый знает, что такое Zoom. Пойдем позумимся. Коммуникация дистанционная и дистант, я его называю дистант, а не онлайн. Дистант становится коренной коммуникацией. Люди вдруг поняли, что они по дистанту прекрасно обмениваются эмоциями. Вся гамма чувств. Дистант вообще никак не сжирает ничего. Более того, дистант сохраняет время на логистику, на передвижение. Есть еще один тренд. Вторая волна коронавируса. И вот это уже вообще интересно. Дело в том, что за второй-то волной будет и третья. И ведь уже совершенно понятно, что эти волны будут постоянно, как на море. Да? Поэтому те, кто изолировался и сидит в своих норочках или боится, неважно, он сейчас теряет драгоценное время, как у парашютиста. Высота тает, парашют раскрывать будет поздно. Вторая волна из Китая уже идет. Все думают, это реальность, это типа самоизоляция. Да никакая это не самоизоляция, это новая реальность, мы теперь будем так жить. Мы теперь будем меньше физического контакта с людьми делать. Мы будем бояться. Более того, мы будем бояться все сильнее. Почему? Да потому что синтетические рукотворные вирусы — это средство современной гибридной войны. Вот этот спектр, на самом деле, он радикально меняет уклад. И самое главное — привычка бояться. Самозапугивание стало тоже привычкой. От чего бы такого испугаться так, чтобы то херовое, что с тобой происходит, не выглядело настолько херово. Вот одна из самых страшных привычек, которая сформировалась за это время. Какие в итоге тренды и чем заниматься? Тренд один, знаешь, дебилизация. Вот массовый тренд. Все, кто ходит, читают, слушают это радио, эти все бесконечные источники вот этой херни. Слушай, один большой тренд — дебилизация. А обзервинг других трендов — это потребление высеров. Чтобы ты, жуя эти тренды, пережевывая уже многократно пережеванное это, никак не мог догадаться, что это пустота.
и что тебя выводит за нос. Потому что бизнес такой. Инфобизнес называется. Еще пропаганда. Да? Как сказал Геббельс, дайте мне СМИ, телевизор, и вы увидите, я превращу людей в стадо баранов. Нет, он сказал сильнее. Он сказал, я их превращу в свиней. Ничего не изменилось, только усилилось. Потому что инструменты, которые сегодня есть в руках тех, кто создает свои тренды и доставляет их до людей, они очень стали мощными. Все великие компании, все великие дела произошли там, где никто не ходил, куда никто не захаживал. Все, что великого, хорошего, вкусного, сексуального, мощного, проявленного происходит с людьми, все происходит вне рамок общепринятых трендов, шаблонов и так далее. Давай лучше перечислим, чем заниматься надо, потому что смысл заключается не в том, чем другие заняты, а в том, чем ты займешься. Невозможно найти, чем ты будешь заниматься, рассматривая какие тренды, занимаясь профориентацией, слушая других советы, потому что кого ты сейчас слушаешь? Ты слушаешь тех, которые тебе в уши ссут, понимаешь? Ты понимаешь, что это тупик? Ты включаешь опасное мышление, напитывая свою губку ума всякой херней. Разве могут родиться дельные мысли в этом состоянии? Нет, 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 ты блокируешь все свои возможности, переваривая активно эти все тренды. Поэтому антитренд такой: отключи себя от этого все, найди людей, у которых получается, будь с ними больше времени, все. Вот он. Это тренд немногочисленного количества людей, у которых все получится в жизни. Игорь, как вы думаете, что будет происходить с рынком труда? Изменится ли формат и график работы у людей? Для 80% людей ничего не изменится. Ничего измениться не может. Сила привычек такая. Ходить на фабрику, на завод, проживать такую неяркую среднюю жизнь, но тем не менее такую устойчивую. Да, те, кто мечтает о 4-дневной рабочей неделе, там, а вот в Швеции, говорят, 4-дневной, надо забыть об этом. У нас очень низкая эффективность труда в стране. Поэтому, кто осваивает новые дистанс-способы, у него резко растет точность, скорость его действий. Профессиональных действий, действий в быту, действий по образованию или воспитанию собственных детей в любой области человеческой деятельности. Соответственно, люди, кто переобучится этому, у них резко возрастает зона успеха. Это хорошая новость. Плохая новость в том, что абсолютное меньшинство людей открыты к этому. Абсолютное меньшинство. Потрать время на то, чтобы оказаться не с друзьями в баре побухать, не с друзьями на шашлыках и так далее. Потрать время, инвестируй время, чтобы оказаться рядом с людьми, у которых получается жить, адаптироваться, овладевать методами продуктивной и эффективной жизни, и все. Игорь, какие привычки у вас выработались за время, пока вы были на самоизоляции? Я сейчас могу точно сказать, что у меня есть отвычки. Отвычки, то есть то, что раньше были автоматизированные вещи, они есть. Куда-то ехать и метаться. Значит, чтобы начать день, это надо, почистить зубы, одеть что-то и метнуться в офис, вот начать такой ритуал начинания. Значит, вот все, сейчас день начинается, по-другому. Ты никуда-то там не выдвигаешься, да? У меня отвычка серьезные вопросы решать, личной встречи. Я вижу, как любой вопрос, даже самый серьезный, который раньше бы я откладывал бы на личную встречу, планировал бы и так далее. Сейчас я его тут же переношу в календарь, как онлайн-встречи там по Zoom. Вот. Это, пожалуй, самые сильные штуки. Есть другая мелочь какая-то совершенно. Например, да, такая мелочь, приятная мелочь. Привычка гулять по вечерам. Гуляем с Катей.
Гуляем, обсуждаем день, все-таки воздух и так далее. Все-таки нужно разминаться и так далее. Хорошая привычка, мне прям нравится. Она такая хорошая, не в смысле вот хорошая или плохая, да, она, ну вот не было раньше у нас такой традиции, что ли, ритуала, да, а теперь есть. У каждого человека, кстати, есть какие-то вещи, ты можешь за собой сам понаблюдать. Каждый, кто смотрит это наше видео, может за собой понаблюдать и посмотреть, какие у него. Это гораздо интереснее не то, что у меня, а то, что у тебя. Ведь то, что у тебя, это и есть ты. Игорь, какой опыт должен извлечь каждый человек из сложившейся ситуации с самоизоляцией? Да, эта ситуация принесла очень много уроков, причем новых уроков. Да. Первое, что то, к чему мы привыкли, и то, что мы делаем автоматически, не задумываясь, мы можем моментально поменять. Это самый главный урок. Мы все можем поменять достаточно быстро. Люди переоценивают значение собственных привычек, отдавая им какое-то демоническое свойство, что вот мы вот так привыкли, мы так живем. Нет! Мы получили эти автоматизированные штуки, и мы можем их поменять. Второе. Мы можем наполнять себя переживаниями, эмоциями или чувствами, или ощущениями, которые хотим ощущать по своему решению, по своему выбору, и делать это своими руками, а не ждать, когда кто-то нам это сделает. Это второй сильный урок. Мы можем перестать быть обществом ожидания. Мы можем перейти в общество созидания. Своими руками немедленно создавать то, что наполняет нас таким проживанием, таким состоянием, которое нам нравится. Это еще один урок. А знаешь, что самое главное? Не те уроки, которые мы получили, а как мы сможем применить и воспользоваться этим для себя. Куча вещей, куча сейчас, вот я вижу, очень многие люди, слушай, кто-то через спорт вдруг понял, что, спорт его расширяет, отлично. Кто-то там музыку пишет, кто контент пилит и так далее. Слушай, все-таки корона, вот если так сказать, в ней очень много пользы для тех, кто сумеет этим воспользоваться.